Всем привет! Рядом со мной находится Виталий Волочай, известный также как Вилат. Привет, Вилат. Привет. Как тебе этот Asus? Ну, дефолтный Asus. Знаешь, раньше все привыкли к вот этим Asus'ам, где толпище народа, куча людей, непонятных каких-то команд, рандомных, разных дисциплин, вперемешку какие-то там Warcraft'ы, Дот'ы, CS. Ну, сейчас то же самое. Я слышал, что это последний Asus. Не знаю. Но я думаю, да. Я тоже где-то слышал, что это последний Asus. Скорее всего. Такое ощущение, что StarLadder его заменил. У тебя нет такого ощущения? Не, ну вообще многие это говорят, и по сути так оно и есть. Раньше мы все привыкли к тому, что да, в 2009-2010 году, что 4 раза в году проводится Asus, все туда ездят, там собирается вся киберспортивная тусовка, все игроки играют, все команды играют. Вот Asus в прошлом году перешел на вот этот режим отбора в конце финал, но, по-моему, не взлетело. И в этом году, по-моему, тоже не особо хороший формат. Я думаю, это абсолютно все понимают. Ну и StarLadder, может быть, действительно заменил. Но я бы не сказал до конца, что заменил. Потому что Asus, вот даже для меня, да, потому что я сам играл на Asus и в FIFA, и в Dota, это было круто. Но вот на StarLadder нет возможности поиграть у дефолтного... О, нормально. На StarLadder нет возможности поиграть, да, у дефолтного какого-то дотера, как она была на старом добром Asus. Так что заменил в плане... Да, зрелище для зрителей, но в плане для геймеров, я думаю, что не полностью еще заменяет, но и было бы, наверное, неплохо, если бы хоть в каком-то виде, но Asus там вот остался для нон-про команд, возможность поиграть. Ну, в любом случае было бы неплохо, как бы дополнительный турнир никогда не помешает. А что скажешь о составе участников на турнире? Те же ВП, они сейчас являются вроде фаворитами, у них неплохой состав. Неплохой состав, и род мап по винам у них, по-моему, как у Empire, там какая-то бешеная статистика по выигрышам. Ну, у них, да, у них сейчас какой-то пошел стрик бешеный, у них там что-то 20 побед подряд, типа того. Ну, короче, такая же ситуация, как была где-то месяц назад с Империей или полтора. Там ребята тоже выиграли матчи, наверное, 19 или 20 подряд, и у них все было хорошо, и до сих пор у них все хорошо. И вот то же самое сейчас происходит у команды Virtus.pro. Ребята набрали обороты, и вот когда еще 3 месяца назад все говорили, что Virtus.pro, ну, такое себе команда средняя, непонятная команда, и NS всем во всех интервью рассказывал, что пофиг на то, какая команда, если команде не дадут развалиться там после первого турнира, если команда вместе поиграет 3 месяца, то они начнут взлетать. Они поиграли вместе 4-5 месяцев, и вот что сейчас творят, это просто нереально. Я считаю, что вот мы только что, кстати, обсуждали это с ребятами, что вот действительно вот следующий StarLadder, да, и как этот Asus, вот спрогнозировать, кто возьмет топ-1, вообще нереально. То есть команда Virtus.pro может взять как первое, так и 4 место. То же самое с Na'Vi, то же самое с Империей. То есть это, конечно, очень круто, что у нас вот действительно 3 команды, а может быть там еще 4, а еще есть белорусы, которых мы не видели, которые взяли 3 место на ВЦГ, выиграв у Orange, как бы топ-5 International. Поэтому состав участников в Доте для СНГ максимально классный, то есть абсолютно все из СНГ есть. Да, жаль, что нет буржуев, но буржуи на Asus не соизволили явиться, потому что они уже, наверное, забыли, что такое Asus. А так, мне нравится, думаю, будет интересно. Ну вот ты комментировал игру Na'Vi против ВП. Что по этой игре скажешь? Насколько... Вот я разговаривал с Пупеем, Пупей говорил, что проиграли из-за хвоста, потому что он на верхней линии просто вначале отдал крипов. Скажите так, хвост, я всегда, когда комментирую игры Na'Vi, когда хвост играет на героях, которыми он не совсем любит, не всегда у него хорошо получается, Луна один из таких героев. И когда он играет под прессингом, а против него Virtus.pro поставили зомби и бэтрайдеров сложную. То есть, когда ты приходишь на линию, против тебя зомби бэтрайдер, хвост-то как привык, он 100 раз в интервью говорил и так далее, что я привык бить крипов, потом бить врага, бить трон. Все просто. А когда ты выходишь и на тебя вешаются напалмы, дикей, у Луны 500 хп, а с 2 дикеями у нее 300, постоянный прессинг, и в итоге он ошибается раз, он не добивает крипов, у него крипстат 5 или там 4 на карте. Потом он в простом моменте, когда на него влетает Санта на бэтрайдере с Firefly, он просто включает ульт, Санта улетает. Ну, то есть он сделал очень много ошибок в этой игре. Я думаю, Хвост сам прекрасно это понимает. Но и я считаю, что Пупей тоже не совсем правильно все сделал, потому что Хвост там, по сути, был один, в то время, когда Пупей тусовался в лесах, а Смайл там пулил. Ну, короче, они Хвоста одного оставили, и там не вина Хвоста в том, что, в принципе, его вот это вот добла напрягало. Вот если взять вот это все подсуммировать, то, наверное, из-за этого Na'Vi проиграли. Я думаю, что в следующей игре они не будут делать вот таких вот глупых все-таки решений, потому что глупые решения у них бывают, когда они посылают обычно зомби на триплу,
на сложную, там, и говорят, хвост давай, да, экспериментируют. Но тут как бы нежелательно экспериментировать, потому что как бы они сейчас занимают уже второе место в группе, Virtus.pro 100% будет первый, у них там две не очень сильных команды остались. Они занимают второе место в группе, и они в полуфинале процентов 90, если, конечно, монеточка хорошо ляжет, они попадают на Empire. А Empire, Na'Vi это уже на лане, ну блин, может случиться все что угодно, все зависит от настроения. И я помню, конечно, традицию Na'Vi на всех Asus'ах старых занимать третье место. Но это, конечно, прикольно, но я не думаю, что сейчас третье место Na'Vi устроит. Короче, во-первых, мне надо валить все на хвоста, и во-вторых, им надо как-то вот решить, что делать завтра и послезавтра, потому что будет беда. Кстати, как решается выход в плей-офф? Вы монеткой решаете, да? Вы договорились с командами? Да, мы договорились с командами, что вот два полуфиналиста у нас будет с первых мест и два четвертьфинала, и кто на кого из четвертьфинала попадает, будет решаться монеткой, чтобы не было сейчас сливов и так далее. Поэтому узнаем только после конца группы, кто с кем будет играть в полуфинале. Следующий вопрос снова о Na'Vi. Недавно они провалили турнир, заняли топ-8. Это первый турнир за, не знаю, 1,5 года, который они заняли. Обычно топ-3 стабильно у них. Как ты прокомментируешь эту ситуацию? Насколько я знаю, у тебя есть какая-то история из сериала, которая может их спасти. Да, я тебе говорил, есть такой сериал Blue Mountain State, ржачный американский сериал про американский футбол. И там тоже команда, которая выиграла, начала новый сезон с поражений. И потом ребята решили, им надо просто-напросто закрыться от всего мира в квартирке, взять все, что можно выпить. Тут дальше нам продолжает мешать, но такое, взять все, что можно выпить, все, что можно выкурить или закрыться где-то, знаешь, там в бане с 4 литрами водки просто и не выпускать никого, чтобы войти, так сказать, в потустороннее общение друг с другом и понять, в чем такие проблемы. Дэнди не выживет. Дэнди выживет, это ты не обижай. Короче, надо им просто реально, по-моему, вот после такого турнира, после проигрыша на DreamHack, им надо, тут два варианта. Или действительно собраться, как-то обсудить это все друг с другом, или же просто нужен отдых. Просто нужен отдых, потому что перенасыщение дотой в конце года, вот это осень-весна, осень-зима, она очень тяжелая. Я думаю, если пацанов просто-напросто отправить куда-то, на 3 недели, подальше друг от друга, подальше от доты, чтобы они соскучились, чтобы они отдохнули, я думаю, они соберутся и просто наваляют ого-го. Как раз новогодние праздники, я слышал, Lost хочет в Тибет или Таиланд. Вот это круто, вот куда-то туда, чтобы не было инета, чтобы не было доты, чтобы не было скайпа, чтобы не было Na'Vi, чтобы не было стримов, чтобы не было ничего, просто куда-то уехать, чтобы, как это бывает у меня, когда я уезжаю куда-то там на отдых, что день на 7-й, я уже просто, у меня руки чешутся, я уже хочу какую-то доту покомментировать, я сижу там на каком-то галимом Wi-Fi в Египте, пытаюсь поймать какой-то стрим, чтобы хоть что-то посмотреть. То есть надо соскучиться за дотой. Ну вот, сыграют 2 турнира, и там, я думаю, отдохнут и уже с новыми силами в Новый год войдут. Должны. Окей, как тебе курьер Na'Vi? Дайте мне курьера Na'Vi, пожалуйста. У меня есть, я тебе могу дать. О, спасибо огромное. И Лоди еще. Лода тоже просил. Нет, Лоди не дам, у меня всего 2. И Матрикс. Классный курьер, действительно понравился. Такой прикольный барсук, прикольная птичка. Сегодня уже в игре на хвост ее показывал. В одной из игр, в самой первой, у хвоста, насколько я знаю, есть, у остальных пока нету. Они ее запустили, я в стриме ее пару раз показал. Действительно прикольный курьер, и побольше бы таких прикольных артефактов от Na'Vi появлялось. Я думаю, будут иметь популярность, причем неплохую. Вопрос о корабле, о артстайле. Как думаешь, выстрелит? Нет. Короче, если они останутся играть с Дредом, соло, вот у них там троица, да, Дред, соло и артстайл. Шарфик, в принципе, неплохой игрок, но им надо поопытнее игроков. Если они, опять-таки, не будут делать так, как они делают обычно, да, поиграли, кто-то пошел в запой, кто-то нахавался грибов, забили болт, развалились, проиграли, все и так далее, то там у них шансов нет. Если они как-то там договорятся хотя бы проиграть там 3 месяца, неважно как, то может быть будущее есть. А вообще в последнее время что-то я начинаю все меньше и меньше верить вот в эту магию артстайла, как ее там называли и так далее, что пацан с командами творит чудеса, суперстратегии. Ну, сегодня 3-36 против Virtus.pro, да, чудеса, типа, но если они выйдут из группы, они завтра могут не выйти из группы. Это играет с Resolution и с Flying, с 15-летним дарованием дотерским, который в варенье просто натягивает всех подряд, не Дэнди чуть в миди не убил. А если они выиграют у Resolution, выйдут из группы, то они попадут на белорусов, и вот там мы увидим. Или на Empire. Если выиграют у белорусов, будущее есть. Если нет, то я думаю, надо забивать, как-то что-то думать другое. Конец света. Что будешь делать? Доту комментировать.
Приходите встретить конец света у нас на StarLadder. По расписанию конец света должен случиться как раз в момент, когда будет играться финал Виннеров StarLadder 4-го сезона. То есть, наверное, на сцене будут играть Empire и Na'Vi, и конец света, по-моему, символично. Так что здесь в арене 21 числа финал Виннеров StarLadder. Приходите, конец света будет крутым, это 100%. У меня еще два вопроса. Ты как комментатор, но тебя мало знают. Ты являешься рьяным болельщиком одной из футбольных команд, так называемый Ультрас, да? Расскажи немножко об этом. Ну, как бы я не вхожу официально в организацию Ультрас, но да, я посещаю практически все возможные матчи, езжу на выезды одной украинской футбольной команды, называется Волынь-Луцк. И, я не участвую в этом всем Ультрас-движении, потому что, как бы, у меня нет возможности. Я бы с радостью ездил абсолютно на все матчи. Вот наш судья Кипер, например, судья StarLadder, он в этом году посетил из 18 матчей киевского «Динамо», посетил 16. То есть все выезды и так далее. Я тоже с радостью ездил бы, с радостью бы болел бы, потому что то, что происходит на футбольном секторе, если вы никогда не были, обязательно сходите, потому что это очень круто, это очень крутой драйв. И я за эту команду болею с самого детства, с самого рождения, и буду болеть за нее. Классное интервью. И за нее буду болеть всегда, поэтому на секторе просто круто. На секторе ты такой выплеск эмоций даешь, что просто борода. У меня, кстати, несколько раз из-за этих походов на футболы вместе с ультрасами в Волыни срывались эфиры, потому что голос садится намного круче, чем на доте. Последний вопрос, 3 вопроса в одном. Как ты проведешь Новый год? Можешь как бы для себя подвести, каким у тебя был 2012 и какие планы на следующий? Новый год я отпраздную на Западной Украине, в своем родном городке. Мы туда с Тафой едем и с нашими подругами, компанией отдыхать на пару деньков. Думаю, будет весело. 12-й год, как тебе сказать, 12-й год для меня в плане профессиональном прошел хорошо. То есть я там откомментировал International удачно, я откомментировал уже почти 4 сезона StarLadder. Мы там заслужили этим самым StarLadder какое-то там место, какую-то нишу уже поймали. Очень много не доделали. Я не смог посетить и откомментировать с места событий оба DreamHack. Я для себя считаю это огромным минусом. Опять-таки из-за того, что я натупил там с документами. Поэтому в следующем году у меня цель очень простая. Это вывести серию StarLadder 5, 6, 7, 8 сезон, 4 следующих сезона в следующем году, вывести их на уровень, который затмит DreamHack, грубо говоря. Но и опять-таки... Амбициозная цель. Да, вот я хочу сделать так, чтобы к нам люди ехали так, как они ездят на DreamHack. Вот чтобы они не думали, ехать на StarLadder или нет. Чтобы они дрались за то, чтобы поехать на StarLadder. Вот сейчас уже есть такие команды, которые действительно дерутся, для которых основная цель это StarLadder. Это команды, которые отменяют матчи на других турнирах для того, чтобы там сыграть отборочный на StarLadder. Я хочу, чтобы все команды так вот потели. Вот это, собственно, есть моя цель на 2013 год. Хорошо, Виталий, спасибо тебе за интервью. Удачи. Не за что, спасибо. Давай.